Привет всем! В этом видео сделаю обзорчик цифрового микроскопа. Заказывал на AliExpress, ссылку вам оставлю в описании, можете посмотреть, если понадобится заказать по ссылочке. Эта моделька идет с USB проводом, то есть она подключается к компьютеру через USB и через переходнички, тут в комплекте тоже продавец положил. Можно подключить через microUSB к телефону, либо разъемчик Type-C уже под новые телефоны, то есть и старые, и новые. Если поддерживают внешние камеры, то можно подключить. Не на всех телефонах будет работать. Тут у нас инструкция на английском языке. Диск с программой. Это для компьютера. Может и для телефона есть, но я для телефона скачал в интернете. И ссылочку тоже вам оставлю в описании. Приложение называется Camera Fi. В комплекте также есть калибровочная линейка. С помощью нее вы можете узнавать размеры предметов. То есть здесь вот мелкая сетка есть с размерами. То есть все можно посмотреть, приложить, например, к предмету и посмотреть, какого он размера. И также вы можете с помощью этой линейки настроить увеличение, посмотреть, во сколько раз увеличен объект. Подставка у нас идет блестящая, но это пластик. То есть она под металл сделана, но на самом деле подставка пластиковая. И здесь зажим у нас под сам микроскоп. Вот так оно вставляется. Вот. И можно смотреть под углом, выставлять, фиксировать. Вот с помощью у нас вот такого барашка можно зажать, зафиксировать в нужном положении. Кабель у нас длиной тут 1,5 метра получается. И мы подключим его к телефону с помощью переходничка. Вот так вот мы вставляем. Берем телефон. Включаем в разъем. Если стоит приложение, то оно должно сразу автоматически запуститься, когда оно увидит подключенный микроскоп. Вот, сейчас запускается приложение. И сразу будет изображение выводиться. Вот оно у нас выводится на камеру. Будем делать запись. Сразу вам в записи как раз и покажу. Здесь у нас есть на микроскопе колпачок. Вот такой крышечка защищает камеру, чтобы пыль не попадала. Мы ее снимаем перед использованием. Потом подсветка у нас должна регулироваться. Вот у нас кнопочка. С помощью нажатий выбираем яркость. Эта кнопочка в моем приложении никак не реагирует. То есть может в каком-то приложении будет делаться снимок. Ну посмотрим. И с помощью вот этой вращающейся штучки у нас фокусируется на объекте изображение, то есть выставляется фокус. Например, я наведу изображение вот на буквы. Здесь маленькие буквы, мы их увеличим. Здесь микроскоп у нас с увеличением 500 крат. То есть это самый минимальный, который дешевый эндоскоп. У продавца там 3 вида можно выбрать. 500, 1000 и 1600 крат. Вот это минимальный. При заказе вы можете выбрать, там они чуть дороже стоят, но уже с большим увеличением. Ну, например, для проверки плат, то сильно большое увеличение и не нужно, и так, в принципе, будет все видно. Вот так вот он увеличит буквы. Вот. И для примера я еще где-то платку взял, вот тоже можно посмотреть. То есть для ремонта техники, чтобы там посмотреть номиналы, проверить дорожки, резисторы, вот можно все посмотреть, то вот этого микроскопа в принципе будет достаточно. Если хотите больше увеличения, то можете у продавца выбрать с большим увеличением. Но мне такой не нужен. Вот в принципе здесь все видно на плате, и большего увеличения, я думаю, и не нужно. Вот можно посмотреть NE555 чип, таймер. Вот мы сфокусировали, все четко видно. Вот в принципе и весь обзор. Программу для этого микроскопа я вам оставлю в описании. То есть можете скачать по ссылочке для компьютера, либо для телефона. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.